Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте, меня зовут Виталий. Сегодня я в Киеве. Хочу пройтись по улице Большой Васильковской. Приглашаю вас пройтись вместе со мной. Сейчас справа виден костел Святого Николая в готическом стиле. Единственный в Киеве у нас такой костел есть. Все его знают. А напротив костела находится большой отель, который называется Holiday Inn. Сегодня несколько прохладно на улице, ветерок, но девушки все равно в таком полуобнаженном виде фотографируются в этих инстаграмных местах. Посмотрите, какой массивный отель с такими прямолинейными формами. Тоже такое впечатляющее сооружение. Хотя, конечно, совсем не в готическом стиле, как костел напротив. А вот девушки на фоне костела делают фотосессию в красивых нарядах. Сейчас рабочий день, середина дня. Люди отдыхают на улицах за столиками в кафе. И вообще немного здесь на улицах людей. Но я надеюсь, ближе к центру там будет побольше народу. Сейчас иду в сторону метро Олимпийская. У меня сегодня нету какого-то конкретного маршрута, просто давно не был на этой улице и хочется посмотреть, что тут появилось нового, как вообще выглядит улица Большая Васильковская. Это я вам хочу показать отель, как он выглядит с улицы, когда едешь по ней и смотришь на него издалека. В соответствии с Википедией, улица Большая Васильковская возникла как продолжение Крещатика. Еще в древние времена это была дорога в сторону города Василькова. Ну, а я иду в противоположном направлении, я иду в сторону Крещатика. Вообще здесь на этой улице собрано очень много разнообразных зданий и стилей, потому что улица старая, здесь еще дома столетней давности, вот с правой стороны встречаются. И, например, впереди это дом советской постройки. И вот такая вот как бы мешанина здесь повсюду. Но очень много еще старых домов, поэтому, в принципе, прогуляться приятно, есть на что посмотреть. Солнечный день, плюс 25 на улице, но ветер, и поэтому иногда можно видеть людей в куртках, которые с утра вышли, с утра было попрохладней. Это из-за того, что на днях прошел сильный дождь и принес с собой какой-то циклон. И ветер до сих пор не утих. Я сам давно не был на этой улице. Вообще живу в Киеве уже около 20 лет. И на этой улице приходилось бывать нечасто. Мне сейчас интересно, что же здесь поменялось, но я, может быть, и не очень-то помню, что здесь было. Поэтому давайте просто посмотрим на обстановку, которая сейчас есть. А внешне кажется, что все хорошо, все в порядке, все мирно. Но сейчас очень тяжелые времена. 2 дня назад россияне взорвали плотину Каховской ГЭС и затопили очень большую территорию Херсонской области. Там катастрофические последствия. На левом берегу просто все левобережные поселки Днепра под водой. Часть Херсона затопила, десятки тысяч пострадавших людей, которые остались без жилья. И кроме того, скорее всего, много погибших, о которых еще пока не сообщается. И, видимо, подрыв дамбы, плотины в Каховке был связан именно с тем, чтобы препятствовать украинскому контрнаступлению. Хотя Киев тоже нельзя назвать просто мирным городом, потому что очень часто Киев подвергается ракетным обстрелам. Последние несколько дней не было ракетных обстрелов, и дроны не прилетали, но это временное затишье, наверное, скорее всего.
Сейчас я уже дошел от костела до станции метро Олимпийская. Вот вход в метро здесь, в подземном переходе. Здесь уже стало побольше людей. Вот вижу парень, одет в паутину. Прикольный прикид. Чем крупнее город, тем раскрепощеннее в нем люди. И могут позволить себе одеваться более экстравагантно, чем в небольших городках. Потому что в больших городах люди друг друга не знают. А мнение незнакомцев обычно не очень и важно. Пока я монтировал это видео, прозвучала воздушная тревога и пошли сообщения о том, что с акватории Черного моря россияне выпустили несколько ракет в сторону центральных областей Украины. А я вот только-только сказал, что несколько дней не было обстрелов. И пока не было сообщений о попаданиях куда-либо, вроде бы как все ракеты сбили, но еще не вечер. Еще пишут о том, что есть взлеты бомбардировщиков с аэродрома Оленья в России. Так что вот такая наша жизнь сейчас в Киеве, да и вообще в Украине. Но вернемся к нашей прогулке. Я вижу, тут даже какая-то вот новая церковь построена. Не только потому, что я ее раньше не видел, а потому что видно, что ее еще даже не достроили. Помнится одна смешная история с телефонами-автоматами. Раньше на улицах стояли телефоны, с которых можно было звонить в советские времена там по 2 копейки, потом через жетоны можно было звонить. А в последние времена, когда уже появились, перед появлением мобильных телефонов, эти таксофоны уличные перевели на карточки. И был у меня один знакомый, который ехал на машине по вот этой улице, которая раньше еще называлась, по-моему, Красногвардейская. И останавливался возле каждого таксофона, пытался куда-то дозвониться. А его жена тоже ехала вместе с нами в машине. И вот он подбегал к каждому таксофону, пытался дозвониться, у него не получалось, он ехал к следующему, у него снова не получалось. И так 3 или 4 таксофона, пока жена его не вышла вместе с ним и обнаружила, что он неправильно вставляет карточку в таксофон. И самой гениальной была его фраза, которую он сказал своей жене. Он сказал так: «Ты шо, раньше не могла свою жопу оторвать от сиденья, что ли?» Вот такая история мне припомнилась. Друзья, думаю, многим знакома эта улица, особенно киевлянам и тех, кто сейчас за границей, могут припомнить эти места и какие-то свои собственные истории, связанные с этими местами. А я хочу вам отчитаться за покупку дронов. В одном из наших видео мы призывали поучаствовать в сборе средств на покупку дронов для ВСУ, для конкретного подразделения наших знакомых, которые воюют там на передовой. Это было уже пару месяцев назад, и многие зрители писали, что они приняли участие и пожертвовали какие-то деньги туда. Долго это длилось, этот сбор, и долго еще длилась закупка дронов, потому что были какие-то сложности. Вот теперь уже все дроны куплены, отправлены и доставлены уже по адресату. То есть на фронте их уже получили наши ребята и уже используют их. И отчет полный про финансы, про то, сколько дронов и какие, вы можете прочесть в Фейсбуке на странице Валеры Миненко. Я оставлю ссылку на этот его пост, и кому интересно, вы можете узнать, что было куплено, в каких количествах и всякое прочее. Всем огромная благодарность тем, кто принял участие в покупке этих дронов, кто пожертвовал деньги. Спасибо, это приблизит нашу победу однозначно. Ну а сейчас я уже скоро приближаюсь к метро Льва Толстого.
А вот этого быка я раньше и не видел. Не помню, чтобы я его здесь видел. Возможно, его недавно поставили для привлечения клиентов в ресторан. Вообще здесь вот много летних террас, ресторанчики выставили. Ну, конечно, уже лето, уже пора привлекать клиентов. Город живет своей жизнью. Хотя сейчас и рабочий день, и клиентов не видно на террасах, да еще к тому же очень ветрено. Посмотрите, как ветер колышет вывески всякие на проводах, деревья маленькие тоже колышутся. Такая неоднозначная погода, я сказал бы. Кстати, для тех, кто хотел бы посмотреть это же самое видео, но без моих комментариев, просто вот прогулка и естественные звуки города, то вы можете зайти на мой другой канал, который называется Xland, и там увидеть это же видео, даже более полное, чем это, без моей озвучки. Просто город, ветер, шаги, звуки машин. Иногда это людей больше впечатляет, так сказать, помогает погрузиться в обстановку города. Я оставлю ссылку на тот свой канал в описании под этим видео. Вы сможете легко перейти туда и посмотреть. It's 4 o'clock in the evening. I haven't left my room, but the truth is, if I'm honest, I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go? Моя самая большая мечта сейчас, чтобы война закончилась как можно более быстро. Мне кажется, остальное все сразу наладится каким-то чудесным образом. Нет, конечно, нам еще придется очень над многим поработать, потому что есть города в руинах, есть затопленная Херсонская область. Все это на долгие годы работы, но это уже выглядит не таким страшным, как бесконечная, долгая, бессмысленная, кровавая война, уносящая жизни, приносящая разрушения. Но я уверен, что этот мрачный период нашей истории пройдет, останется в прошлом, и наступит новая эпоха, счастливая и радостная. Всем спасибо, всем пока.